Если тебе интересно Crimson Desert с открытым миром, экшеном и свободой действий, когда можно просто идти куда хочется, сражаться, исследовать и постепенно развивать своего героя, вот тебе еще несколько игр, которые цепляют именно этим ощущением приключения и живого мира, которые по ценнику не такие кусачие. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Gridfall. Ты — дипломат, от решений которого зависит судьба целых фракций. И отправляешься на загадочный остров Тирфради, место, где существует магия. Приходится постоянно балансировать между разными сторонами конфликта. Колонисты, местные жители, религиозные ордены. У всех свои интересы, и всем понравиться невозможно. Можно идти напролом, решать все словами или вообще манипулировать персонажами. И что круто, игра реально запоминает твои действия, меняет отношение NPC к тебе и даже влияет на финал. Боевая система представляет из себя смесь холодного оружия, огнестрела и магии. Хочешь — дерешься вблизи, хочешь — атакуешь врагов издалека заклинаниями. Большой плюс в том, что можно собрать билд под свой стиль игры. Gridfall вдохновлялся эпохой 17 века и европейской колонизации, поэтому разработчики специально смешали исторические мотивы с фэнтези. Отсюда необычное сочетание мушкетов, магии и дипломатии. Дикие леса, странные существа, древние тайны — все это создает ощущение, что ты исследуешь новый и опасный мир. Интересный факт. Романтические линии жестко завязаны на очень конкретные реплики после личных квестов спутников. И неправильный выбор может навсегда закрыть роман без какого-либо явного предупреждения. Еще некоторые побочные квесты написаны почти как сюжетные главы, с несколькими поворотами, политическим контекстом и альтернативными решениями. Ведьмак 3. Дикая охота. Ты играешь за Геральда из Ривии, ведьмака, профессионального охотника на чудовищ. Тебя ждет большое путешествие по огромному миру, где идет война, рушатся судьбы, и каждое решение может иметь последствия. Основная цель — найти Цири. Но по пути ты постоянно отвлекаешься на кучу историй, которые иногда цепляют даже сильнее основного сюжета. И самое важное, почти каждый квест ощущается как отдельная история, а не просто принеси-подай. Даже побочные задания могут удивить сюжетными поворотами. Боевая система строится на комбинации мечей, магических знаков, зелий и моральной подготовки. Перед сильными врагами реально приходится изучать их слабости и продумывать бой. Отдельно хочется сказать про выборы. Здесь нет четко хороших или плохих решений. Ты часто выбираешь между плохим и еще хуже, и последствия могут проявиться через часы игры. Именно из-за этого создается ощущение, что ты реально влияешь на мир, а не просто идешь по сценарию. И в целом это одна из тех игр, в которой легко провалиться на сотню часов. Интересный факт. Структура квестов вдохновлялась не РПГ, а сериалами вроде «Прослушка», с пересекающимися сюжетами и последствиями через десятки часов. Еще изначально у Геральда не должно было быть ведьмачьего чутья в текущем виде. Его усилили после внутренних тестов, потому что игроки терялись в расследованиях. А также некоторые персонажи могут погибнуть вне квестов, если не вмешаться вовремя, и это ломает или меняет цепочки заданий. Red Dead Redemption 2. Ты играешь за Артура Моргана, члена банды Датча, которая постепенно разваливается под давлением закона и внутренних проблем. И чем дальше ты продвигаешься по сюжету, тем сильнее понимаешь, что это скорее драма, чем просто игра. Мир здесь огромный и невероятно живой. Ты едешь по равнинам, заходишь в города, охотишься, рыбачишь, случайно натыкаешься на странные события и персонажей. Геймплей сочетает в себе перестрелки, исследования и кучу мелких механик. К примеру, следить за состоянием оружия или ухаживать за своей лошадью. Ты не просто выполняешь миссии, а живешь в лагере среди своей банды. Общаешься, помогаешь, наблюдаешь, как меняются отношения. И именно это делает историю сильнее. Ты начинаешь воспринимать персонажей как что-то большее, чем просто NPC. Игра медленная по темпу, но в этом ее прелесть. Она не торопит тебя, а дает время прочувствовать атмосферу Дикого Запада. И если тебе нравятся игры с сильным сюжетом, живым миром и вниманием к деталям, это один из тех проектов, которые действительно стоит пройти. Интересный факт. В игре настолько детализированный мир, что у лошадей меняется поведение в зависимости от погоды и местности. А NPC могут запомнить твои действия и даже передавать информацию другим, из-за чего иногда преступления догоняют игрока позже. Каждый персонаж в мире имеет распорядок дня, и это тестировалось отдельно как полноценная система симуляции. Актеры играли сцены вместе, а не по отдельности, чтобы сохранить естественность. Fable Anniversary. Ты начинаешь путь как обычный мальчишка, но постепенно становишься героем или злодеем. Все от тебя зависит. И это не просто слова. Fable, твои поступки реально меняют персонажа. Будешь творить добро, станешь сияющим героем. Будешь сеять хаос, получишь рога, зловещую внешность и соответствующую репутацию. Игра постоянно подталкивает тебя к выбору. Спасти кого-то или заработать. Помочь деревне или разрушить ее ради выгоды. NPC будут по-разному относиться к тебе. Кто-то будет восхищаться, а кто-то бояться или ненавидеть. Геймплей сочетает ближний бой, магию и стрельбу из лука. Можно прокачивать именно тот стиль, который тебе нравится. Плюс есть система развития героя.
героя, где он буквально взрослеет, стареет и меняется со временем. Это добавляет ощущение, что ты проживаешь целую жизнь, а не просто проходишь игру. Альбион выглядит как сказочный мир с британским юмором, странными персонажами и легкой иронией. Здесь могут быть как мрачные моменты, так и абсурдные ситуации, и это создает уникальный стиль, который легко запоминается даже спустя годы. Интересный факт. Fable — одна из первых систем моральной внешности в РПГ. Твой персонаж буквально меняется внешне в зависимости от поступков, от ангельского сияния до демонических рогов, и это влияет на реакцию мира вокруг. При злой репутации торговцы завышают цены, а при доброй дают скидки. И еще если часто красться и воровать, жители начинают шептаться и шарахаться от героя. The Elder Scrolls 5 Skyrim. История начинается с того, как обычный заключенный оказался последним драконорожденным за 200 лет, человеком, способным использовать древние крики драконов. Ты можешь вообще забыть про основную линию и просто жить в этом мире. Skyrim — это огромная песочница. Ты можешь стать кем угодно — воином, магом, вором, ассасином или смешать все это в коктейль. Прокачка здесь завязана на действиях. Чем чаще используешь навык, тем быстрее он растет. Хочешь быть скрытным лучником или бегать с двуручным мечом и орать драконьи крики? Пожалуйста. Мир — одна из главных причин, почему игру до сих пор любят. Тебя окружают заснеженные горы, древние руины, подземелья, города и случайные события. Ты постоянно натыкаешься на квесты, истории NPC. Боевая система простая, но вариативная. Но главный кайф не столько в боевке, сколько в свободе. Игра дает тебе самому создавать свой стиль прохождения. Отдельным столпом стоит моддинг. Skyrim — одна из самых модифицируемых игр вообще. Есть тысячи модов, от улучшения графики до новых сюжетных линий или механик. И благодаря этому игра живет уже почти 15 лет. Интересный факт. Легенда про лису, которая ведет к сокровищу, оказалась косяком дизайна. Лисы не были специально запрограммированы вести игрока к луту, но их поведение на Навмеш часто тянуло их в более плотно размеченные зоны. А это как раз лагеря, руины, пещеры и прочие интересные места. И еще прикол. В предрелизе игрока сразу же ловили после кражи, потому что свидетелями в коде считались курицы. Вот такая подборка игр в духе Crimes and Desert у меня получилась. Их объединяет одно — свобода, экшен и большой мир, в котором всегда есть чем заняться. Если тебе захотелось залипнуть в них на сотню часов, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.